Приветствую вас, меня зовут Сергей. Сегодня мы поговорим про сетевой маркетинг. Я дистрибьютор компании Herbalife Nutrition, и стимулом снять это видео послужило это сообщение. Человек написал, что ему некому продавать. Я ему рассказал, что есть такие возможности иметь дополнительный доход, или если у вас амбиции позволяют, да, конечно, задуматься о несколько большем, чем, допустим, зарплата в 30, 40, 50 тысяч рублей. Но обо всем по порядочку, постепенно. У многих людей эти блоки, не только эти, им, возможно, миллион разных каких-то вопросов есть от незнания и непонимания. Сейчас я вам расскажу, и половину я вам точно закрою, а если не все. То, что было несколько лет, десятков лет назад, это уже не работает сегодня. Мы не используем эти методы, потому что кто-то сейчас скажет: «Эй, я ваш маркетинг знаю, снималась в этом кино», да, уже все, я не продажник. Про это тоже мы поговорим. И с чего начать-то, да? С понимания. Вот мы все такие: мы не продавцы. Нет, мы не продаем ничего. А я вам скажу, давайте с другой стороны зайдем и посмотрим на ситуацию. Вы все умеете продавать, но вопрос, что вы продаете, точнее, кого вы продаете. Да? Вот приходите на собеседование, вы в компанию, фирму, и что делаете? Правильно, вы продаете себя. Рассказывайте, какой вы красивый, что вы умеете, что вы знаете, как вы можете помочь компании. И все. Совершилась продажа или не совершилась продажа? Вас купили или вас сказали, как говорится, идите там где-то поищите работу. И сказали: вам будем платить за ваше время или за время и знания, смотря что им нужно, вот столько-то рублей. У кого-то 30 тысяч рублей на текущий момент, 50, у кого-то 60. Ну да, у кого-то может и 100 есть. Но на 100 и работать нужно, и ответственности иметь выше крыши. Об этом я уже рассказывал, видео посмотрите, сравнивал работу по найму и сетевой маркетинг. Я работал в компании, я знаю, что это такое, и знаю, какие ответственности, и что за этими большими деньгами стоит, если они уж есть. Ну, у всех разные мерила больших денег, но опять же, амбиции как раз-таки в нашей компании, они тоже постепенно растут, все постепенно, об этом тоже расскажу. Давайте теперь по сути начнем. Поехали. Давайте вернемся в самое начало и посмотрим еще раз на тот скриншот. Человек написал: некому продавать. И действительно, такой нюанс есть, еще и это подкреплено, что не умею продавать, я вообще не продавец, да, потому что не знает, как это делать, да, и стереотип, что нужно вот ходить и продавать. Вот купите у меня, пожалуйста, каждому. Приставать с этим вопросом уже давно так никто не работает. Но давайте так, вот его окружение действительно, возможно, стремится на дно, еще и он в деревне, допустим, живет, такие жесткие вообще условия поставим, и все, как говорится, приехали, все, я один тут, и вообще никто ни с кем, ничем. Да даже там можно показать людям и тем, как говорится, которые уже помочь нечем, и их можно даже некоторых вернуть в ту колею, можно вернуть, но им нужно показать, у них другого развлечения нет. Им нужно организовать то место, куда они могут приходить, об этом тоже чуть-чуть скажу. Но сама-то суть не в этом. В мире сколько? 7-6 миллиардов, 8 миллиардов людей. И из них очень приличная часть, допустим, даже несколько миллионов возьмем, они ищут решение своих проблем с весом, с питанием, самочувствием. Они некоторые даже ищут напрямую Herbalife, уже знают, что это такое, знают, что это за продукты, и хотели бы пользоваться ими. Но хотели бы у того человека купить, который им понравится, который им будет приятен в общении, и они хотели бы с ним взаимодействовать. Не абы у кого купить там, чтобы пользоваться, да, есть такие, которые просто где-то там купили, лишь баночку заиметь такую волшебную, да, но на этом у них все закончится, как правило. И задача-то такие: просто показать людям, что вы пользуетесь. Давайте я вам на примере простой вот бабушки, которая семечками решила заниматься, вышла на улицу, поставила табуреточку, кулечек и стоит. Люди ходят, и какой-то человек рано или поздно спросит: а сколько это стоит? Бабушка скажет, ну, как правило, там 3 копейки. Он говорит: хорошо, покупаю. Второй человек прошел: а сколько это стоит? Ну, столько-то. Хорошо, покупаю. А если бы бабушка не вышла, у нее бы кто-то купил, вот она сидела бы дома, телевизор смотрела, у нее бы кто-то прошел, купил? Да, конечно же, нет. Вместо этой бабушки другие бабушки бы вышли, и у тех бы бабушка купила, та публика. Суть вы поняли, да? Что если вы просто покажете, у вас рано или поздно спросят,
То есть даже ничего не делая, у вас спросят, но если вы не показываете, у вас, конечно же, не спросят. И один из методов просто транслировать. Просто транслировать свой образ жизни, то, что вы пользуетесь продуктом, получаете результаты. Сам процесс. Все, не надо никому ничего говорить. Люди у вас сами спросят. Понятно? Это один из вариантов, как просто с помощью интернета, используя социальные сети, мессенджеры. У вас сейчас уникальная возможность. Мессенджеры такие умные стали, что они всех ваших знакомых к вам подтягивают или вас к ним закидывают как рекомендации. Они сами видят, что вы делаете. Вам даже никому писать не надо, они сами увидят и сами спросят рано или поздно. Другой момент. Допустим, я продавец. Вот я работал где-то в какой-то компании, продавал какие-то холодильники, допустим, машины, что-то еще. Я продавец, я умею продавать, я знаю функции товара, который я продаю, знаю, какую пользу он дает, какую боль закрывает. И я могу продать, могу. И Гербалайф я таким же методом могу продать человеку. Да, могу продать, он может не хотеть его, а я могу ему продать его. Но это будет разовая покупка. А моя задача сделать так, чтобы у меня купили. Не я ему его навязал, а у меня купили. Просто человек должен осознанно подойти к этому вопросу и понять, что ему это надо. И тогда он станет лояльным клиентом и будет из раза в раз покупать продукцию. А я буду, ничего не делая, получать комиссионные вознаграждения согласно маркетинг-плану. Вот и все. Согласитесь, это гораздо перспективнее, нежели ходить и вталкивать кому-то, впаривать, или как вы там это можете назвать, кому как ближе. Зачем это делать? Уже давно так никто не делает. Совершенно по-другому работает, и компания, да, сделала много инструментов для того, чтобы этого не происходило. Этика нас защищает, чтобы все было красиво, правильно, и люди более лояльно относились к самому бренду. Вот какая задача. Если все будут пихать, как вы многие думаете, что вот нужно впаривать, ходить продукцию вашу, там кому-то там вталкивать, так это наоборот людей оттолкнет от бренда. Мы испортим только бренд. Наша задача, чтобы на результаты, на желание сами люди хотели, понимаете? Вот тогда будет действительно результат тот, который и говорит вам ваш наставник. А сейчас к вам поступает предложение, конкретное предложение, вот тем людям, которые присматриваются, хотели бы дополнительный доход, хотели бы тот стиль жизни иметь. Конкретное предложение, я говорю, давайте я вам помогу создать базу клиентов. Возьмем, например, цифру 20. Это плюс-минус 50 тысяч рублей у вас доход будет. У многих даже перекроет текущий доход. Я вам буду говорить, где почитать, даю инструменты необходимые. Мы тренируемся, говорю, что нужно понимать, куда людей вести, какие моменты есть. И вам, первых клиентов, помогаю вместе с вами организовать. В процессе вы учитесь, слушаете, записываете, понимаете, осознаете, закрывайте все свои пробелы, страхи в том числе, потому что все боятся, безусловно, без вариантов. Вообще все боятся. В первый раз это всегда страшно везде. Хоть у кого спросите, первый раз было страшно, вам скажу, 100%. Но потом это в удовольствие. Все постепенно, постепенно, постепенно. Вы бы отказались от такого предложения, если бы вам сказали, какие методы сейчас современные используют, какие ваши личные выгодные качества можно использовать. А не обязательно, допустим, даже в соцсетях торчать, можно в других местах торчать условно. Можно общаться с людьми, можно по телефону звонить, можно показывать просто, вот я в самом начале сказал, просто показывать и ждать. Да, такое тоже может быть. Но если хотите быстрее, то лучше это делать с наставником, тем человеком, который уже знает многие нюансы. У них система есть, да, в которую люди помещаются. Это обучающие какие-то проекты, где они постепенно узнают о компании, маркетинг, нюансы, там, о продуктах, у них база какая-то появляется знаний. И они уже уверены в этом, и они уже доносят информацию людям правильно. Когда ты правильно людям факты рассказал, показал результаты, у нормального человека с головой все в порядке, все сложится, и он скажет, сколько это стоит. А вы скажете, поскольку вы уже владеете информацией, да, программы можно собрать эконом, стандартную, да, комфортную, да, премиум, там, люкс, смотря какая публика перед вами. Но вы это уже будете знать тогда, когда вы прошли некое обучение,
Вы на работу, когда поступали, вы устраивались, вы прошли какое-то обучение, кто-то и в институте, в техникуме учился, и еще и на работе какие-то курсы проходил. Понятно? Ну и фундаментально вообще на чем это базируется, чтобы вы понимали, что вы людям предлагаете ликвидный товар. Вы занимаетесь ликвидной деятельностью, да, можно так сказать. То есть это всегда актуально было, есть и будет, потому что люди ели, едят и будут есть. Люди полнели, полнеют и будут полнеть. И вы будете им давать ликвидное решение. Всегда этот товар, этот продукт люди у вас будут покупать. Вот сейчас вы купите вагон, и вы в любом случае этот вагон реализуете, потому что рано или поздно все равно у вас спросят, у вас купят, все равно это реализуется. Это не брошки из бисера, которые никому, можно сказать, не нужны в целом. Да, кому-то и нужны, конечно, но в целом это не масс-продукт. То есть это нужно понимать. И эта деятельность, она всегда будет актуальна. Вот и все. Теперь вопрос о дополнительной профессии. У многих людей нету ее. То есть вот они где-то работают, что-то научили, что-то делают, все, их сейчас уволить и приехали, полетят на ресницы учиться, там, маникюрщиков, то есть, ну, то, что элементарно, да, рукоделие заниматься. Но маркетинг – это совершенно другое. Там вы работаете, и то, что вы действительно сделали, вот вы получили, вы не вышли на работу, вы ничего не получили. А здесь я ничего не делая, так как у меня клиенты сами уже делают заказы, я получаю деньги. Просто потому что когда-то я им рассказал, когда-то они стали моими клиентами, и они всегда пользуются. Поэтому лучше рассмотреть таки эту возможность и освоить дополнительную профессию с учетом вот тенденций мировых. Ну, что тут еще добавить? Теперь еще идем дальше, а точнее глубже, про деньги. У многих людей сейчас есть какой-то доход. Вот себя спросите, что случилось за последний год, ну или за 2. То есть ваш доход как увеличился, на сколько процентов? На 20 или на 50? Или не увеличился? Или уменьшился? Еще такое бывает. Какие перспективы на этом месте есть? Вот что сейчас у вас происходит в семейном бюджете? Вам хватает? Или вам хотелось бы дополнительно еще какие-то денег, чтобы они были у вас? Да откуда-то приходили, не оттуда, а откуда. А представим ситуацию, что выплаты вам задержали. Вот так бывает, да. Компании кто-то там не перечислил, у нее нечем платить сотрудникам. Сейчас, конечно, маловероятно, но все равно. Да, бывали такие раньше ситуации, ну иногда, может, сейчас в мелких фирмах. Нечем, денег вам не дали, вам пообещали, но не дали. Что будете делать? А какой доход вам хотелось бы иметь? Вот, а какие амбиции у вас? То есть и работать, да, на себя, свое время, не на дядю, да, на компанию, а на себя, свое время инвестировать для того, чтобы доход стал растущим и чтобы вы сами влияли на него. Как вам такие перспективы? Вот там, где вы сейчас работаете, можно заработать в месяц 200, 300, 400, 500 тысяч рублей. Ну, в долларах это от 2,5 до 6 тысяч долларов. Можно такие деньги заработать в месяц? Вопрос открытый. Давайте теперь я вставлю видео Джима Рона, известный на весь мир ментор, тренер личностного роста, философ. Он вам расскажет, и вы поймете. У моего первого учителя был настоящий дар в этой области. Когда я, рассуждая, допускал ошибки, он быстро мне на них указывал. Он спросил меня, почему я не был успешен до встречи с ним, и я сказал ему. Я показал ему мою заработную плату и сказал, это все, что платит компания, поэтому я и не успешен. А он исправил меня и сказал, нет, это все, что компания платит тебе. Он сказал, разве компания не платит в 2, 3, 4 раза больше другим людям? И я ответил, да. И тогда он сказал, это не все, что платит компания, это все, что компания платит тебе. Я об этом никогда раньше не задумывался. И тогда он сказал, если ты хочешь удвоить или утроить эту сумму, не стоит ли тебе удвоить или утроить твою ценность? Я сказал, да, наверняка. И здесь, как говорится, не убавить, не прибавить. Многие поняли, что нужно делать. Если не поняли, посмотрите, пожалуйста, еще раз. И вот мы в компании Herbalife Nutrition от ступени к ступени как раз повышаем это.
повышаем свою ценность. И от этого зависит, сколько денег мы будем иметь. Не какую зарплату мы будем получать, а какой доход мы будем иметь. Мне нравится больше слово «доход», нежели «зарплата». Потому что на доход я могу влиять, на зарплату, увы, я не могу никак повлиять. В том месте, где я работаю, мне нужно искать другое место для того, чтобы я как-то мог повлиять на это. Я думаю, многие это понимают. И хотели бы вы использовать, еще раз спрашиваю вас, возможность, ту возможность, которую вам предлагают, рассмотреть ее. И здесь очень важный момент. Пока вы не попробовали так, как это действительно нужно попробовать, да, вот как я вам объяснял, научиться этому, потому что просто так ничего с неба не валится, никто вам не будет платить 50 тысяч рублей даже. Просто так. Нужно уделить время этому. Но если не уделить, вот вспоминаем бабушку, ничего не произойдет, ничего не поменяется. Вы просто пробуйте. Либо вы не пробуете, для себя решите. Если вы когда-то пробовали, но это было когда-то, и вы использовали какие-то те инструменты, сейчас вы будете использовать новые знания, новые инструменты, новую концепцию, все новое. И новые продукты в том числе, новые методы. И здесь уже решать вам. Я надеюсь, ответил на большинство вопросов про страхи. Еще раз, все боятся. Никто не приходит смелый, и не у всех сразу все получается. Это тоже имеет место быть. И сейчас как раз-таки то самое время, когда стоит попробовать, стоит начать, и, возможно, у вас это получится. Если не начнете, 100% не получится.